с Наташей мы встретились в гримерке после съемок программы «Привет, Андрей». В простых синих джинсах и футболке королева выглядит как девочка. Трудно поверить, что наш разговор приурочен к ее 45-летнему юбилею. Она на минуту останавливается перед зеркалом, чтобы поправить густые распущенные волосы и солнцезащитные очки. Позже признается, хоть май для нее и богат на радостные события, однако не любит его. Это сезон цветения, и глаза моментально краснеют. Артистка удобно располагается на диване. Так, стойте за дверью, на шухере. Минус просит команду стилистов, и те оставляют нас вдвоем. Когда гости выйдут из студии, мыкните. Хочу помацать Андрюшу Малахова. За солью к винокуру не хожу. Наташа, вы столько дружите. Пригласите его на праздник. Надеюсь, что Андрюшечка, зайчик мой, придет. У его жены на тусе 31 мая тоже день рождения. Но, думаю, они заскочат на огонек. Буду гулять в деревне Крекшина, где живу. Сейчас подыскиваю место для застолья. Не хочу отмечать пышно, главное, красиво и удобно. Никогда не устраиваю дни рождения только потому, что требуется уважить и пригласить нужных людей. Правило такое: с кем мне по кайфу, те и главные гости вечера. И кто же это? Соберется вся семейка. Мама, муж, сын прилетит из Америки, подружки из Киева. Архипа даже пришлось отпрашивать у директора школы. У него обучение заканчивается только в начале июня. Но нас отпустили пораньше. В общем, будут гости со всего мира, крекшинских тоже позовите. Первым делом. Бабушка Соня всегда говорила: «Наташа, самое главное, чтобы повезло с соседями». И они у меня лучшие. Не потому, что известные люди, а из-за их отзывчивости. Каждому могу прибежать в любое время дня и ночи за помощью. Владимир Винокур, Лев Лещенко, Станислав Говорухин, за солью к винокуру ходите. Ну, Натанович живет через 2 улицы, есть и поближе. Основные гуляния происходят во время урожая. Как только соседи видят, что моя машина подъехала к дому, начинается. Все знают, сама ничего не сажаю. Вот и приносят помидоры, редиску, яблоки, огурцы. А когда мама тут бывает, это полный таз. Столы накрывают каждый день. Ее тут обожают, да и по возрасту она им ближе. Думаю, если поставить скрытые камеры в Крекшинском доме и заселить всю нашу компашку, маму, мужа, сына, тетю, подружку Инну, ее дочку, минус шоу «Дом-2» нервно курила бы в сторонке. Иногда ловлю себя на мысли: мы такая яркая семейка, что аж страшно становится. Какие у вас чувства перед юбилеем? Ощущаю себя на 25, не больше. Поэтому и выгляжу хорошо.
Но мозг-то уже 45-летний, варит по-другому, и от этого никуда не деться. За подружку сына принимает. Если бы. Кстати, завидный жених растет. Сейчас оканчивает 10 класс, параллельно хочет сдать экстерном ЕГЭ. Весь в учебе. Его сердце пока не занято. Но в любом случае в амурное дело Архипа лезть не буду. Промолчу, даже если увижу, что роман ни к чему не приведет. Пусть набирается опыта. Неужели в Америке мало достойных кандидаток? Видимо, пока не встретил. Значит, время не пришло, рано еще. А за советом приходит. Знает, если надо что-то разрулить, то сразу ко мне, без вариантов. Но пока ничего глобального не случалось. С другой стороны, подростковый период у него еще не закончился, а в чем он сейчас проявляется? Например, лозунг последнего года минус «надо попробовать». Архип прошелся по всем горячительным напиткам и сделал вывод: не мое. Вообще, сын, спортивный пацан. Отжимается, подтягивается. Однако без фанатизма, как папа. Меняемся ролями. 15 августа у вас с Сергеем хрустальная свадьба. Как отметите? Уже 15? Обалдеть. Пока даже не думал об этом, а белое платье в честь такой даты хочется снова надеть. Был период, когда мечтал об этом. Фата, цветы, подарки. А сейчас уже не интересно. Но, может, когда наступит золотая годовщина, повторим обряд. Вы как-то признались, что кризис в отношениях с мужем случился только один раз, когда в 2009 году открывали первые салоны красоты. Больше не было таких всплесков. Никогда. В тот период бизнес отнимал много времени, и Серега взбунтовался. Не знаю, как справилась. В жизни за это больше не взялась бы. Но ничего, все на месте, супруг рядом, не устаете друг от друга. Повезло с профессиями, постоянно в разъездах. Иногда друзья даже пишут: «У вас все нормально?» Мол, давно не было совместных фото. Но это ничего не значит. Мы скучаем, чувствуем друг друга, даже на расстоянии знаю, о чем муж размышляет. Недавно была в Москве, а он – в Майами. Думаю, сейчас Серега лежит на пляже, загорает. Звоню и точно, не ошиблась. Сергей иногда записывает видео хейтерам, которые ругают его за танцы. Накипело. Супруг занимается стриптизом уже много лет. Это его профессия. И перед каждым выступлением, кстати, объявляют: уважаемые зрители, фото и видео запрещены. Воспитанные люди соблюдают правила, а хаму выставляют ролики, да еще и в плохом свете.
Спрос на шоу огромный. Может, Сергей уже и завершил бы, но зрители хотят его видеть. Да и я не против, все-таки копеечка в семейный бюджет. Но для меня загадка, почему еще не появился танцор ему на смену. Ведь полно молодых парней, работающих в этом жанре. А сами стриптиз не исполняете, дома мы меняемся ролями. Сережа поет, а я танцую. Наряды для этого не важны, должна порхать душа, идти флюиды. Можно даже в обычной майке быть самой красивой и желанной, наверное, супруг такой талантливый благодаря генам. От родителей передалось. Его отец и мать, люди военные. Живут в Минске, это родина Сергея. Свекровь – одна из главных женщин в моей жизни. Я с ней вообще возюсь. Жаль, многие девочки не понимают, что с мамами мужей надо дружить, а не конкурировать, не вступать в баталии. Я многим обязана Сережиным родителям. Они помогали нам, когда появился на свет Архип. Даже первое слово ребенка было деда. Сын и сейчас про них тоже не забывает. Прошлый год для вас выдался тяжелый. Запретили въезд на Украину, похоронили бабушку. Да, до сих пор идет судебный процесс. Документы находятся в последней инстанции Верховного суда Украины. Местные поклонники пишут, ждут моего возвращения. Уже нет такого негатива. Вижу, что в их сознании что-то поменялось, ведь раньше было какое-то массовое заблуждение. Не держу обиды. А для бабушки мы собираемся сделать памятник. Кажется, препятствия делают вас только сильнее. Неужели никогда не посещали мысли все бросить? Только однажды. Когда мне исполнилось 40, ничего не хотелось, все надоело и приелось. Зато появилось желание передать опыт. Может, в перспективе буду приходить к студентам на лекции и делиться знаниями на примере своего творческого пути. Но сейчас у меня большая подготовка к бенефису в Кремле, который состоится 20 октября.